Американские стелс-истребители пятого поколения F-22 и F-35 более не могут быть в безопасности при попытке прорвать противовоздушную оборону России. Об этом говорится в публикации издания The National Interest. Вся их невидимость исчезает, когда они имеют дело с российскими зенитно-ракетными системами С-400 «Триумф». Американцы при этом опечалены еще и тем, что Россия распространяет свои всевидящие системы по миру. У этого недовольства две причины. Во-первых, конкурентная борьба на рынке вооружений, где в сегменте комплексов ПВО, ПРО, концерн «Алмаз-Антей», разработчик и производитель С-400, является безусловным лидером по качеству продукции. Дело дошло даже до того, что Турция, член НАТО, с большим энтузиазмом закупает российские «Триумфы». Во-вторых, С-400 способен укреплять обороноспособность противников США, в отношении которых Вашингтон настроен крайне воинственно. Например, Китай, который уже эксплуатирует С-400. Глядишь, дело дойдет и до Ирана, а то и до Северной Кореи. Именно поэтому Вашингтон предпринимает беспрецедентные усилия по запугиванию тех, кто намерен поменять американские комплексы на российские. Во время недавней поездки в Индию министр обороны США Ллойд Остин предостерег не только Нью-Дели, но и весь регион от необдуманных поступков. При этом он обратил особое внимание именно на С-400. Необходимо отойти от таких намерений и избегать любых приобретений, которые могут вызвать санкции от нашего имени. Остин конкретизировал свою мысль предельно доходчиво. У нас есть страны, с которыми мы время от времени работаем, у которых есть советское, или, извините, российское оборудование, которое они приобрели за эти годы, и мы, безусловно, призываем всех наших союзников и партнеров отказаться от советского, или, извините, российского оборудования. Американский министр обороны не назвал частично неблагонадежные страны, входящие в НАТО. Вполне понятно, это Турция, уже закупившая 4 дивизиона С-400 и заказавшая еще 2 полковых комплекта системы. При этом турецкие агентства утверждают, что в НАТО есть еще сотрудничающие с Россией по части военных закупок страны. Это Болгария, Греция и Словакия, в которых эксплуатируются комплексы С-300. В конце концов, Остин разоткровенничался на всю катушку, чего не позволяли себе министры обороны США при прежних президентах, занимавших Белый дом. «Санкции, — сказал он, — могут быть как геополитические, так и военные». То есть, по сути, стал угрожать применением военной силы. Обосновано это было тем, что в условиях угрозы благополучию штатов со стороны России и Китая русские военные технологии будут расползаться по свету. Допустить этого Вашингтон никак не может. Издание The National Interest склонно считать, что утверждение русских о том, что система С-400 способна с легкостью обнаруживать и сопровождать самолеты-невидимки F-22, F-35 и B-2, не так уж далеки от истины. Такая возможность достигнута благодаря тому, что российская радиолокационная техника постоянно совершенствуется. Приемные и передающие антенны РЛС объединяются в единые сети, между элементами которых налажена высокоскоростная связь передачи данных. Теперь невидимки могут спастись, лишь находясь на отдалении от зоны ПВО русских. Если же самолет внедрился в зону, обслуживаемую радарами, то его координаты будут передаваться от радара к радару, пока не наступит момент, когда по самолету можно будет выпустить зенитную ракету. Рассуждение The National Interest можно дополнить следующим образом. В современные приемы борьбы с невидимками входит прием разнесения в пространстве передающей и приемной антенны РЛС. Если они совмещены в одной точке пространства, то невидимка отбрасывает сканирующий луч в стороны. И на приемную антенну возвращается мизерная доля излучаемого передатчиком сигнала. Если же разнести в пространстве эти две антенны, то на приемную антенну вернется больший отраженный от истребителя сигнал. Есть и еще один прием обнаружения невидимок. Стелс-технологии способны спрятать самолет, если РЛС ПВО работает в сантиметровом диапазоне волн. При использовании дециметрового диапазона F-22 будет обнаружен на расстоянии до 150 км, в метровом диапазоне до 300-400 км, то есть с точки зрения локации невидимка пятого поколения, не будет отличаться от истребителя третьего поколения. Однако у такой локации есть недостаток. При увеличении длины волны радара уменьшается точность определения координат цели, то есть исключается возможность наведения на цель зенитной ракеты. Но С-400 сильна не только большим набором различных ракет, каждая из которых применяется против какого-то конкретного типа целей, скоростные, высокоманевренные, баллистические, низколетящие, малозаметные, но и универсальностью РЛС, точнее, набора радаров, потому что их несколько.
А при необходимости борьбы со стелс-целями С-400 доукомплектовывают двумя РЛС небо-метрового диапазона и противник Г дециметрового диапазона. Метровая станция обнаруживает невидимок на самых дальних подступах, обладая инструментальной дальностью в 700 км, затем невидимки, по мере их приближения, передаются дециметровой станции противник Г. Она обладает цифровой антенной, решеткой внушительных размеров 5,5 на 7 метров. Также станция имеет высокопроизводительные вычислительные ресурсы. За счет этих двух факторов удалось в дециметровом диапазоне не только обнаруживать невидимки на большом расстоянии, но и наводить на них зенитные ракеты. Достигнутая точность это позволяет. Эта станция может также передавать с цели РЛС сантиметрового диапазона, входящие в комплект ЗРК. Две РЛС «Небо-Ум» и противник Г являются мощным дополнением к комплексам ПВО средней и большой дальности, каковыми являются различные модификации С-300, С-350, С-400. Они обеспечивают заблаговременное обнаружение истребителей-невидимок. Впрочем, крайне полезны они и для борьбы с беспилотниками, которые также имеют низкие значения эффективной площади рассеяния. Вполне понятно, что Вашингтон нервничает в связи с перспективой распространения российских противовоздушных технологий в страны, против которых США в будущем могли бы развязать военные санкции. Нервничают в связи с сильно пошатнувшимся статусом мирового жандарма.